Есть ли в действительности та великая подводная стена, о которой я написал уже ряд публикаций, сделал несколько видео, и которая на старых картах Google до того, как вырезали, проходит через весь Тихий океан и соединяет Северный полюс с Южным? Есть ли та стена, о которой говорят легенды разных народов мира, и которая обозначена на множестве древних карт мира в качестве линии отсчета за столетия до принятия меридиана Гринвича, с которым она, проходящая по 180-му меридиану, совпадает? Пока сильные мира сего решают, что им делать со стеной, и кто, и как ее должен будет явить народу, о чем у нас будет отдельный разговор, никто вам официально ничего не скажет. Так что не ждите пока слишком много признаний от корпораций. Но сегодня, в очередной публикации, я хочу обратиться к недавно опубликованным результатам исследований, произведенных группами ученых, изучающих Антарктиду. В частности, их заинтересовало происхождение квадратных айсбергов. Проведенные ими исследования так ясно указывают на неизбежность подводной стены, что мне трудно будет к нему что-то от себя добавить. Но обо всем расскажу по порядку. Ряд статей я пишу и публикую на английском, и мне часто пишут люди из разных стран мира. На днях мне позвонил инженер из Канады, который связывался со мной и прежде. Он работает на одну из правительственных организаций и дает мне время от времени интересные наводки. Он сказал, что ознакомился с моим материалом о стене и указал мне на ряд свежайших 2019 года статей в тяжеловесном научном журнале Nature Geoscience, которые, по его мнению, могут меня особенно заинтересовать. На этом наш разговор закончился, и я тотчас обратился к онлайн-архивам Nature Geoscience. Тут хочу заметить, что вы тоже можете иметь доступ к этим материалам двумя способами. Первый — это онлайн-подписка на журнал. И второй, если вы работаете в университетской или научной среде, или в библиотеке, да и во многих организациях, то у вас наверняка есть подписка на EBSK или ISI. С помощью этих самых простых, распространенных и достаточно полных источников по периодике вы сможете бесплатно прочитать почти любые академические статьи. Очень рекомендую, но не буду отнимать вашего времени от интереснейшей находки, на которую мне нежданно указали. Я нашел 6 статей, представляющих для меня интерес в связи с моими публикациями о стене. Все публикации свежие, 2019 года. Не буду утруждать вас библиографией, приведу лишь полную библиографию одной из статей, опубликованных 27 мая 2019 года. Но все же хочу представить чуть более широкий вид, чем открывается из одной статьи. Команда ученых, которая стоит за этой и рядом других статей, изучает Антарктиду еще с 90-х годов. И они приняли эстафету от еще более раннего поколения исследователей. В задачу команды входило и входит наблюдение за ледниковыми шельфами Антарктиды, их меняющимися размерами, толщиной льда, отколовшимися айсбергами, влиянием глобального изменения климата и так далее. Так вот, уже в 1997 году внимание команды привлек феномен квадратных айсбергов. Объяснить такое необычайное явление ученые не могли, да это и не входило в их непосредственную задачу. Но все же научные сотрудники продолжали приглядываться к таким квадратным айсбергам, пытались подметить закономерности их возникновения. Какое-то время ученые пытались связать возникновение таких совершенных по форме айсбергов с действием электромагнетических или гравитационных полей, которые в Антарктиде, как известно, аномальны, то есть действуют зачастую не так, как на других участках планеты. Это было лишь рабочее предположение, и ученые стали исследовать другие возможные факторы образования таких айсбергов. И вот тогда они и наткнулись на то, что в ряде статей фигурирует как древняя каменная структура, разделяющая Антарктиду, как огромная спица, идущая от центра колеса. Конечно, это несколько неопределенное выражение «древняя каменная структура». Но авторы статей решают далее этого определения не идти. Они даже не обсуждают вопрос искусственного или естественного происхождения этой структуры. Как истинные профессионалы своего дела, они умеют молчать о структуре и сконцентрироваться на одном
на влияние этой структуры на морские течения, на формирование ледников, на климат в целом. То есть, их сфера исследования. У меня, как автора, складывалось впечатление, что вроде бы и хотели бы эти ученые мужи сказать больше, да не могут пока. Но уже на кончике языка вот-вот сорвется. Но команда еще не поступала. Но давайте посмотрим, что нам все-таки удается выудить у этих ученых мужей, имеющих эксклюзивный доступ к Антарктике. А вот что. Они обнаружили ярко выраженную переходную зону, разделяющую ледяной щит надвое. Если бы Антарктида была гигантским колесом, то эта граница проходила бы, как спица, от центра Южного полюса, разделяя Антарктиду на восточную и западную части. Это не некая условная линия, производящая некое условное разделение. Как выяснили ученые, хотя они так мало пишут об этом, что хочется побеседовать лично, эта линия, прямая, как спица или стрела, является географическим образованием неизвестной этимологии. Впрочем, как я уже говорил, эта группа исследователей концентрируется не на этой структуре, но лишь на том эффекте, который она оказывает на климат в Антарктиде и на образование ледников. Ну, что ж, давайте хоть крохами с ученого стола полакомиться. Что же делает эта древняя каменная структура? Как оказалось, порода по разные стороны этой древней каменной структуры, давайте назовем ее проще и короче для удобства, стеной, очень различна. К западу от стены ученые находят камни вперемешку с сегментарными осадочными и вулканическими породами. А к востоку от стены простирается кротон, или кротоген, или платформа, приподнятая континентальная платформа с монолитным рельефом и однородная. Я думал, что этим исследователям придется спекулировать на тему того, что эта континентальная платформа и служит как древняя каменная структура. Но они молодцы, этой глупости не сморозили, а просто вернулись к рассматриванию разности пород, климата и течений по западную и восточную сторону структуры. И разница эта велика. Я не буду утруждать вас всем тем, отчего у меня у самого голова сегодня распухла геодезией, подводными течениями, реками подо льдом, анализами и толщиной ледяного покрова. Скажу лишь, что разница действительно удивительная. А мне казалось, Антарктика такая однородная. А она четко поделена на две части. И где же, интересно, проходит эта древняя каменная структура, согласно этому исследованию, которая так ярко разделяет с собой климатические условия подводной Антарктиды? Через шельфовый ледник Росса. Найдите его на карте Антарктиды, он тут в самом низу изображен. И вот эта древняя каменная структура пересекает ледник Росса. Эта карта как будто иллюстрирует тезис авторов статьи о гигантской спице, идущей от Южного полюса и проходящей через середину ледника Росса. Очевидно, ученые не могут более не учитывать влияние этой древней каменной структуры при исследовании Антарктиды. Без нее невозможно определить ни розу ветров, ни распределение минералов, ни исследовать морскую жизнь. Оказывается, эта древняя каменная структура играет жизненно важную роль в целом ряде процессов, происходящих в Антарктике и имеющих влияние на весь мир. Так что это за древняя каменная структура? Стена, о которой я так много писал? Или это очередное совпадение, проходящее по Анти-Гринвичу? Случайно возникшая стена под Антарктикой, которая во многом определяет метеорологические условия и морские течения. Я устал уже от оскорблений, поэтому ничего я тут больше не скажу. Делайте свои выводы. Только, прошу вас, не говорите про тектонические плиты и не стоит блистать знанием про трансатлантический горный хребет. Он, к сожалению для многих, проходит не там и не является той географической линией, по которой проходит резкое изменение климата и геодезии. Трансатлантический горный хребет опоясывает ледник Росса. Интересующая нас линия пересекает его. Так все-таки, как образуются, откуда появляются квадратные айсберги? Ученые так и не дают позитивного ответа. Но интересна дискуссия о том, что для образования такого айсберга потребовалось скорее всего механическое препятствие, идеально ровное и длинное.
Тот факт, что квадратные айсберги до сих пор были замечены только в море Росса, неподалеку от ледника Росса и древней каменной структуры, меня лично наводит на мысль о том, что айсберги эти просто-напросто образуются вдоль стены. Стена режет лед прямыми кусками. А потом уже лед ломается, как ему самому вздумается. Кстати, когда ученые говорят о квадратных айсбергах, они несколько преувеличивают. Скорее, неправильные прямоугольники. Только одна сторона у такого айсберга оказывается идеально ровной. Но хватит льда. В следующей публикации о стене я надеюсь взять вас в теплые края и показать вам, где и как, если у вас есть лишние несколько десятков тысяч долларов, и если вы не вызываете подозрений, вы можете сами понырять вокруг этой древней каменной структуры, которая, странным образом, не заканчивается подо льдом Антарктики, но пересекает Тихий океан и тянется до Северного полюса. Где-то посередине этого участка, в Океании, мы и погуляем, и поныряем с вами в наше следующее путешествие. Я укажу вам широту и долготу, дам название специализированных дорогих курортов. Это и есть Великая Белая Стена. В этом месте, поблизости от острова Тавинау, она проходит очень неглубоко, но уходит вниз почти на километр. И мы можем видеть из множества фото и видео, что стена эта живая, что на ней растут самые чистые белые кораллы в мире. Поэтому она и называется белой. Там, на маленьких островах, затерянных среди бескрайнего океана, люди столетиями знали о проходящей прямо под ними Великой Белой Стене, так малограмотные полинезийцы называли. И называют древнюю каменную структуру, которую мои критики тут называют компьютерным глюком, спайкой Google или тектонической плитой. Я не спорю, называйте как хотите, мне уже все равно. А если хотите посмотреть ее кусочек, то, если вас сочтут благонадежным человеком, вам покажут его, с инструктором-ныряльщиком, в охраняемой зоне за 37 тысяч долларов. Я вам постараюсь эти деньги сэкономить, но здоровое любопытство ваше при этом удовлетворить. Ведь вплоть до 1880 года у разных стран были свои нулевые меридианы. Россия, например, отсчитывала долготу от меридиана, проходившего через Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге. Швеция считала, что нулевой меридиан проходит через Стокгольм, а Бразилия, что через Рио-де-Жанейро. И только в 1884 году после долгих дискуссий англосаксы настояли, чтобы нулевой меридиан был унифицирован и прошел через Гринвич. Какова вероятность того, что из миллионов возможных линий от полюса до полюса ученые выберут именно нулевой меридиан, который находится напротив таинственной океанской стены? Скорее всего, она стремится к нулю. Значит, все не случайно. Кстати, среди ученых, затеявших дискуссию, был и весьма странный человек, сэр Сэндфорд Флеминг, канадец шотландского происхождения, который выступал не только за введение на Земле единого времени, но и за то, чтобы нулевой меридиан прошел точно по таинственной стене, то есть по 180-му меридиану. Его идею отвергли. Видимо, тогда все стало бы слишком ясно. Сейчас, если Флеминга и упоминают, то говорят о нем как о геодезисте и инженере, есть версия, что он был влиятельным масоном и имел не менее влиятельных друзей. Значит ли это, что эти люди что-то знали уже тогда? Нет ответа. Убедиться, что стена действительно существовала, на картах можно, например, рядом с Антарктидой еще осталось место, где карты не почищены, здесь уходящая под континент стена имеет высоту всего в 189 метров. Некоторые ученые обращают внимание, что именно в этом месте, в море Росса, чаще всего появляются квадратные айсберги, отколовшиеся от ледников Антарктиды. Авторы научных статей, исследовавшие появление таких необычных льдин, упоминают таинственную стену в журнале Nature Geoscience как один из возможных факторов влияния на форму льда. Ученые называют стену древней каменной структурой, которая идет от полюса, и рассуждают о тектонических отпечатках батиметрии морского дна, магнитной аномалии и границы Восточной и Западной Антарктиды. Более того, ученые говорят и о том, что стена может продолжаться под ледяным панцирем континента. Все это только добавляет таинственности.
О Великой Белой стене было известно задолго до появления спутниковых карт в республике Фиджи. Она находится близко к поверхности океана, и местные дайверы ее прекрасно знают и даже предлагают туристам поплавать вдоль нее. Стена покрыта белыми кораллами и уходит на глубину в 1 километр. Дайверы, которые ее видели, рассказывают, что ничего подобного они больше нигде не встречали и были поражены масштабами сооружения. Кстати, самостоятельно исследовать стену запрещено под предлогом охраны кораллов. По странной случайности в этой же республике есть остров Раби, который просто так на картах не рассмотришь. Большая часть его скрыта от любопытных глаз. Так как остров находится прямо на стене, не исключено, что ее уже пристально изучают.